Друзья, всем привет из Гватемалы! Всем огромный привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы находимся у озера Атитлан. И в этом выпуске мы посмотрим уникальные майянские деревни. Из города Антигуа мы добрались до города, который называется Панахичель, или как кратко его называют, Пана. Добирались мы на шаттле за $20 с человека, доехали буквально за 2 часа, и сейчас я покажу, где мы остановились. Место среди природы, которое называется Кабани де Атитлан. Особенно подойдет большим семьям, потому что внутри этого дома находятся 3 комнаты. Но тут у нас гуляет дружочек. В первой комнате находится двухспальная кровать, комод и телевизор. Во второй комнате также двухспальная кровать и есть шкаф. Здесь мы расположили наши чемоданы, рюкзаки. Из этой комнаты можно пройти в душевую. Здесь также есть полочки, чтобы разместить косметические средства. Есть унитаз, раковина, небольшое зеркало. Стены красиво расписанные в граффити. Есть горячая вода благодаря электрическому водонагревателю. Если вы заметили, в душевой комнате 2 двери. Вторая дверь выходит как раз в 3-ю спальню, где мы остановились с Кириллом. Здесь 2 большие двухспальные кровати, окно и небольшая тумбочка. Также в этом доме есть общая зона, где можно подышать свежим воздухом. Здрасте. Хоть жилище достаточно простое, но зато целый дом в нашем распоряжении. Здесь такая прекрасная веранда, на которой есть и диван, и стол. Можно попить кофейку. Наслаждаемся красивой природой, поэтому... А еще здесь прекрасно работает интернет, поэтому мы здесь сидим. Это правда. Дышим свежим воздухом, Кирилл в телефоне, я работаю за ноутбуком. И скоро мы отправимся в новые приключения. Сейчас мы стартуем на восхождение на обзорную площадку, которая называется Индейский нос, либо лицо Майя. Я свечу себе фонариком. Идем мы с нашим гидом. So we can go right here, the lips, and this is on the top, the nose. Сейчас мы поднялись на обзорную площадку. Обзорной площадки Индейский нос. Смотрим на озеро, на соседние деревушки. Вулканы покрыты немного туманом, поэтому их еле-еле видно. Я поднималась с ребятами из Соединенных Штатов. Здесь есть еще интересная инсталляция в виде руки, где можно подняться и сделать фото. С каждой минутой картинка меняется, становится все светлее. Скоро мы увидим, как восходит солнышко. Надеюсь, что увидим вулканы, потому что очень туманно. Мы с ребятами подумали, что мы единственные, кто хотим встречать рассвет на этой обзорной площадке, но оказалось, здесь есть 2 вершины. Одна пониже, где мы сейчас находимся, и повыше, видите, вот здесь вот. Там очень много людей, там можно сделать фотографии с флагом. Не знаю, пойдем мы туда или нет. Гид вроде ничего не говорил об этом. Солнышко мы видели буквально пару минут, а потом просто оно скрылось за облаками, все в тумане, также очень плохо видны вулканы. Я видела фотографии, что иногда здесь виды прям, знаете, как в Рио-де-Жанейро, но из-за того, что все облачно, ничего не видно. Отсюда мы любуемся на озеро Атитлан, которое видно с этой обзорной площадки. Вокруг этого озера находится много деревень. Мы остановились в деревне Панахичель, а эта деревня называется Сан-Хуан. Но даже озеро, видите, как плохо видно из-за того, что все облачно. Озеро Атитлан – это бесточное озеро, то есть воды которого не впадают в море. Оно вулканического происхождения и расположено на юго-западе Гватемалы.
на высоте 1560 метров над уровнем моря. Это, кстати, самое глубокое озеро в Центральной Америке, и его глубина достигает 340 метров. Находится между тремя вулканами. Вот один из них мы немножечко видим с вами, другие скрылись от нас. Окружено еще многочисленными деревьями, в которых до сих пор господствует культура индейцев майя. Кстати, наш гид, он сказал, что он тоже из рода племени майя. С другой стороны этой обзорной площадкой открываются красивые виды на холмы, на зелень. Сейчас мы спускаемся вниз по тропе. Дорога займет не больше 30 минут. Поднимались мы туда минут 40. Дорожка в целом комфортная, листочки. Небольшой подъем, небольшой спуск. Все окружено зеленью. Я, кстати, читала до этого, что когда взбираешься на эту обзорную площадку, видны местные народы, которые здесь что-то высаживают, но сейчас никого нет. Видимо, еще слишком рано. Вот здесь, ребята, мы с вами были 15 минут назад. Видите, там вдалеке написано Indian Nose. Но здесь находится обзорная площадка. Провели мы там пару часов, встретили рассвет и сейчас возвращаемся. Сейчас проходим местные деревни. Видим их огороды, как растут желтые перчики. Много собак бездомных. Здесь начинается начало тропы. Я вам снимала это еще ночью. А вот это обзорная площадка, на которой мы поднимались. Вот теперь можно видеть этот нос индейца. Вот этот нос. А лицо называют, потому что вот изображение этого лица. Сейчас мы возвращаемся в нашу деревню, в Панахачель. Садимся в машину, которую с утра припарковали. Сейчас мы поедем в наш отель. Увидимся наконец-таки с Кириллом. Я, конечно же, хотела, чтобы Кирилл тоже пошел на эту экскурсию, но, к сожалению, не было мест. Только 3 места, оказывается, в машине разрешено, поэтому вот так. Поэтому пришлось нам разделиться. Но сейчас мы поедем обратно и будем путешествовать с Кириллом по другим местам на озере Атитлан. Сейчас мы остановились еще одно место, которое называется обзорная площадка Санта-Клара. Не видно практически опять ничего, потому что все за облаками. Кстати, здесь начинается начало пути на лагуну Санта-Клара. Это еще один трекинг, но который мы решили с Кириллом пропустить. Сейчас время примерно без 15:08. И Панахачель только просыпается, как и просыпается ее главная улица Сантандер. Вот, ребята спят прямо на улице, какие-то палаточки только планируют открываться. Ну а мы спешим в наше агентство, в котором у нас забронирован сегодняшний тур по различным деревням. На примере этой нарисованной карты на стене хочу показать вам, куда мы отправляемся. У нас будет тур по озеру Атитлан. Мы с вами находимся в городке Панахачель, и первая точка будет Сан-Антонио-Палопа. После чего мы поедем в другую деревню, которая называется Сантьяго-Атитлан. И третья, заключительная точка будет Сан-Хуан-де-Лагуна. То есть у нас будет тур по 3 деревням. Всего их около 6-7 самых популярных, поэтому вы можете выбирать сами. После офиса мы пришли в ресторанчик, где у нас включен уже завтрак в стоимость нашей экскурсии. Здесь у нас есть яйца, фасоль, арбузик, также есть жареные бананы и сыр. Также можно выбрать кофе либо чай, поэтому сейчас мы завтракаем. Завтрак проходит с 8 примерно до 8:30, и потом уже отправляемся на экскурсию. Город Панахачель, в котором мы с вами находимся, является отправной точкой для многих туристов, именно чтобы посмотреть красивые вулканы и озеро Атитлан, которое располагается совсем рядом. Сейчас мы спустились с нашей группы уже вниз, ждем нашего гида и отправляемся в тур. Озеро Атитлан – это бесточное озеро, то есть озеро, которое не впадает в море. Оно вулканического происхождения и считается самым глубоким в Центральной Америке, около 340 метров. Также озеро Атитлан окружено 3 вулканами и многочисленными деревеньками. В некоторых из них мы сегодня с вами побываем.
Сейчас мы находимся уже на нашей лодке. Нужно надеть спасательный жилет. Шикарные виды, конечно, открываются. Сегодня солнечную погоду. Не то, что было до этого. Мы здесь уже провели пару дней. И все время была небольшая туманность. И все вулканы находились в дымке. Первая деревня, куда мы приехали, это Сан-Антонио-Палопа. Небольшая деревня, в которой проживает чуть менее 3000 жителей. Здесь мы видим уже местных жителей, которые стирают белье. Они принадлежат к древнему племени кокчекелей, народов майя. Сегодня нам предстоит увидеть очень много колорита. Сейчас мы спустились на обзорную площадку, откуда открывается шикарный вид на озеро и на вулканы. Сейчас у нас прогулка вдоль озера. Как раз отсюда мы можем наблюдать эти три вулкана, которые называются Атитлан, Толиман и самый дальний это Сан-Педро. Сейчас мы пришли на фабрику, где производят изделия из керамики. До этого мы видели, как керамические изделия изготавливают, потом их вручную красят. Сначала берут большой камень, его прессуют, потом фильтруют и получают вот такую смесь в виде песка, которая немножко похожа даже на муку. Полученную смесь смешивают с водой, и потом из нее уже делают изделия своими руками. После того, как она делает изделие, ему необходимо 2-3 дня для того, чтобы высохнуть. И потом уже добавляет его в печь на несколько часов, чтобы полностью высохнуло, и после этого уже его разукрашивают. Разукрашивают с помощью 2 кисточек и делают кисти из шерсти кролика, когда у него происходит линька. Производство керамики здесь зародилось 29 лет назад благодаря американскому предпринимателю, который сюда приехал и стал обучать этому ремеслу местных. А сейчас нам показали весь этот процесс, то есть полностью процесс занимает 15 дней на изготовление изделия, потом оно выдерживается, в день порядка 70 штук изготавливают и выдерживают температуру в 90 градусов. И после мастер-класса можно в небольшом магазинчике эти изделия приобрести. Здесь есть и кружки, тарелки, различные блюда, подсвечники. На многих тарелочках изображена птица, которая называется кицаль. В честь нее назвали даже местную валюту и город. В этой деревне 3 основных источника дохода. Это туризм, керамика и агрокультура. Здесь выращивают кофе, анис и даже лук. Сейчас узнала, оказывается, что в основном туристы здесь из Коста-Рики и из Гватемалы. То есть они сами путешествуют по своей стране, им интересно узнавать что-то новое. Примерно 1,5 часа мы провели в этой деревне, и теперь отправляемся в следующую.
спустя минут 20 на нашем скоростном катере, надо сказать, что он очень быстро мчит, мы доплыли до следующей деревни, которая называется Сантьяго де Атитлан. Это уже очень большая деревня, больше 15 тысяч населения, и она располагается в заливе между двух вулканов. Первый из них Сан-Педро с одной стороны, а с другой стороны Талиман. Лучше всего с пристани видно вулкан Сан-Педро. На берегу нас встречает очень много продавцов местных, которые торгуют в основном различными сувенирами, изделиями из текстиля. Все женщины в местных нарядах, в красивых рубашках и в юбках. Сейчас мы гуляем по небольшому рыночку с сувенирами. На самом деле очень много местных, недорогих, колоритных вещей здесь. Приобрели сейчас небольшой кошелек для мелочи, вот такой красивый, в местном стиле, за 15 кицалей. Hola. В этой деревне также проживают майянские народы. Опять женщины в красивых нарядах. Надо сказать, что в эти деревни как раз за этнической культурой, за колоритом как раз и приезжают. Больше 95% населения этой деревни коренные майя. Здесь мы можем видеть наряды местных женщин. Сейчас наш гид рассказывает историю этой церкви католической, рассказывает сначала на испанском языке, а потом для нас дублирует на английском. What is Mayan? Maya art. Look at that. Live in both. So very, very interesting when they want to change the clothes of this Catholic saint inside of the Catholic Church is not a priest. Если вкратце переводить то, что нам сказал гид, история этой церкви интересна тем, что когда сюда приехали католики и хотели прививать религию местным жителям, они разрешили майянцам приходить внутрь церкви и устраивать там свои шаманские какие-то обряды. Да. Говорят, что эти майянские обряды очень похожи на африканские. Таким образом, майянцы все больше и больше привыкали к католикам и тем самым привили себе также эту религию. Но самое интересное то, что когда заходишь внутрь этой церкви, и все божества, которые там изображены в виде скульптур, они одеты в одежду майя. И поэтому для майев это, знаете, это как-то более близко по духу. Сейчас у нас есть немного свободного времени, пока наша группа обедает в ресторане. Мы пришли в более локальное кафе и заказали здесь грингос. Местные тако, покажем вам, стоит 25 кицалей. Тут получается 3 завернутые тако, которые называются грингос. Мы взяли себе гавайскую с ананасом. Ну, здесь, конечно же, есть также курица, перчик, лучок, то есть очень много специй. И еще можно добавить самостоятельно зелень, лайм и различные соусы. Вкусная дичь, всего за 25 кицалей получаем 3 лепешечки. Просто обалденно. Мы прибыли в третью деревню, которая называется Сан-Хуан-Ла-Лагуна. В этой деревне также порядка 95% населения. Это древнемайянское племя Цутухили. Они здесь также занимаются выращиванием аниса, кофе. Но еще славится это место своей майянской живописью. Опять нас встречает огромное количество палаток с сувенирами. Различные тканевые сувениры, брелки.
На главной улице очень многолюдно. Наверное, это самая туристическая деревня среди 3, которые мы сегодня посещали. Очень много людей. Сейчас мы идем по, как я уже говорил, главной улице. Здесь очень красивые зонтики. Сверху зонтики, а снизу расписаны тротуары местной майянской живописью. В этой деревне есть 3 важных составляющих. Первое – это сильная экономическая система. Второе – то, что у них здесь хорошее образование, 9 школ, 1 университет на 11 тысяч населения. И третий важный факт – то, что у них во власти находятся женщины, поэтому держат все в кулаке. Поэтому в этой деревне также очень популярна ассоциация женщин-ткачих. Проходим местные улочки, очень красиво расписаны, потрясающая живопись. Помимо улицы Зонтиков, также здесь есть еще улица Шляпок, которая также находится наверху. Сейчас мы посетили небольшой мастер-класс, побывали в доме у женщин-ткачих. Посмотрели, как они придут шерсть, нить, как они делают из этого изделия. Оказывается, делают изделия они быстро достаточно, за 1 день. Но чтобы изготовить саму нить, уходит более месяца. Вот так, друзья. Также на улице мы можем видеть, как растет хлопок. Вот, собственно говоря, из такого хлопка и делают нить. Здесь можно посмотреть, как сушится нить. Ее, получается, окунули в натуральную краску и сейчас хотят получить нужный цвет. Ну и, конечно же, потом можно в магазинчике приобрести различные товары, которые, я думаю, здесь же и делают. Вот, например, такие подушечки. Это предназначено для горячих каких-то чайников или горячей посуды. Сейчас у нас есть порядка 40 минут свободного времени. Мы еще немного прогуляемся по улочкам Сан-Хуана. Жалко, что не успеем на обзорную площадку, которая здесь есть. Очень популярное такое место, красивое. Но она находится немножко поодаль. Поэтому в составе экскурсии мы ее посещать не будем. Сейчас мы проходим знаменитую улицу Самбрерос, то есть улица шляп. Также здесь мы видим, находится баскетбольная площадка. Наверное, одна из самых живописных и красивых, которые когда-либо видел. Потому что все стены этой площадки, все стены этой территории расписаны также майянской живописью. Здесь мы, Том, и сошлись во мнениях, что, пожалуй, это одна из самых красивых деревень, в принципе, которые мы когда-либо видели в нашем путешествии. Не из этих 3 деревень, а вот именно за всю нашу жизнь. Очень красиво, живописно. Идешь, любуешься каждую секунду. Здесь шляпки висят, здесь на тротуаре рисунки красивые. Невероятно. В это мало не перестает нас удивлять. Также мы решили зайти в одну из многочисленных художественных галерей, которая располагается на главной улице. Стоимость подобных картин начинается от 70-80 кецалей. Это за самый маленький размер. Ну а большие уже стоят по 700-800 кецалей. Сейчас время около 4 часов дня, и мы выдвигаемся обратно в город Панахачель, откуда, собственно говоря, наш тур и стартовал. Последние минут 15-20, наверное, да? Нам пришлось потрястись Да, в нашем скоростном катере. Это был кошмар. Я думала, что из меня просто выпрыгнут все мои органы внутренние. Но, благо, мы в строю.
Наш тур был рассчитан примерно на 7 часов. За это время мы посетили 3 деревни. Можно также смотреть другие деревни, можно поехать самостоятельно, отправиться на public boat, так называемый, то есть общественные лодки за 30 кецалей в одну сторону и посмотреть самостоятельно. Но нам в составе группы, в составе сегодняшнего тура приключение понравилось, потому что все было хорошо организовано. У нас была группа примерно человек на 20, то есть не очень многочисленная, быстрый скоростной катер, поэтому все организовано было классно. Агентство, с которым мы ездили, называется Magic Travels. Его контакт вы можете найти в описании под видеороликом. Стоимость данной экскурсии 300 кецалей. Поэтому, друзья, понравился наш выпуск, обязательно ставь лайк. Пишите комментарии и, конечно же, всем до новых встреч! Увидимся, пока!